Всем привет! В сегодняшнем видео я вам покажу, как можно подключить автомагнитолу у себя дома без автомобиля. Магнитолу можно подключить разными способами. Например, сегодня я буду подключать от компьютерного блока питания. Сначала, естественно, нужно разобрать магнитолу. Я буду использовать относительно старую магнитолу Kenwood. В этой модели присутствует AUX, CD-Changer и FM радио. Я люблю слушать свою музыку, поэтому для меня идеально подойдет выход AUX. Если магнитола уже с выведенными проводами, подключение будет намного проще. Но в этом видео я покажу, как вывести эти провода, если их все же нет. Снимаем верхнюю крышку. Убираем лицевую панель. CD-Changer крепится на болты. Откручиваем болты. В нашем случае болт всего один. Магнитола досталась мне бесплатно. Видимо, уже разбиралась, так как кручен не тот болт. Берем пассатижи и вытаскиваем болт. Достаем CD-Changer. CD-Changer снизу соединен к плате шлейфами. В данном случае CD-Changer не подключен, извлекается легко. Шлейф просто висит, но если у вас CD-Changer подключен, аккуратненько приподнимите и отключите его от платы. Продолжаем процесс разборки. Вот непосредственно сам разъем, с которым мы будем работать. Сейчас откручиваем абсолютно все болты, которые есть на магнитоле. Снимаем радиатор охлаждения звуковой микросхемы. В процессе работы нанесем термопасту, которой здесь не было. Открываем защелки лицевой панели магнитолы. Откручиваем болты, которые держат основную плату. Я вам покажу на примере этой магнитолы, как сделать так, чтобы все работало четко. Когда вы открутили уже все болты, плату все еще что-то держит. Зачастую плату держат крючки-зажимы. Поэтому нам нужно разогнуть эти части корпуса, которые непосредственно держат нашу плату. Теперь, когда плата уже ничего не держит, извлекаем ее. Разворачиваем плату и работаем с этой стороной. Вот разъем, с которым мы будем работать, и его контакты. Берем мультиметр и включаем режим прозвонки. Схему своей магнитолы я знаю. Картинку распиновки разъема вашей модели магнитолы вы найдете в интернете. Для уверенности я все же перепроверю информацию, прозвонив разъемы мультиметром. Этот контакт у нас масса. А этот контакт питания. И вот еще контакт питания тоже. Получается один контакт массы и два питания. Все, я уже знаю, где какой контакт, поэтому начинаем выводить провода. Чтобы не запутаться, я делаю разметку маркером. Этот плюсовой, этот тоже плюсовой, а это масса минус. Дабы не забыть, где какой провод припаивать, я пометил это все дело маркером. Два плюсовых и одна масса. То есть два плюсовых соединяем между собой, масса отдельно. Провода берем не самого маленького сечения. Я буду использовать провод с компьютерного блока питания. Откусываем провода бокорезами. Снимаем изоляцию с кончиков проводов. Для этого нагреваем кончик проводов зажигалкой и снимаем изоляцию. Включаем паяльник. Мажем нужные нам контакты флюсом. Флюс нужен для того, чтобы улучшить растекание жидкого припоя, то есть олова. На провода также наносим флюс, чтобы залудить их и припаять. Паяльник уже нагрелся. Для данной работы подойдет абсолютно любой паяльник, хоть советский, хоть новомодный. Удобнее, если жало будет уже. Набираем олово на жало и припаиваем два плюсовых контакта одним проводом, дабы замкнуть их между собой. Следующим припаиваем провод к минусовому контакту. Отлично, провода припаяны.
Берем провода для подсоединения колонок. Колонки у меня будет 2, поэтому необходимо 4 провода. Для правильного подключения 2 провода плюсовых и 2 минусовых. Также снимаем изоляцию. Флюсом также обрабатываем оголенные провода. Принцип подключения разных моделей магнитол схож. Различие лишь в расположении контактов. Также набираем паяльником олова и лудим провода. После того, как провода залужены, припаиваемся к плате. Припаиваем провода к нужным контактам. Как найти нужный вам контакт, вам поможет картинка распиновки вашей модели магнитолы. Припаиваем провода в нужном нам порядке, чередуя плюс и минус. После пайки очищаем плату от флюса. Это можно делать как специальным средством, так и техническим спиртом. Для качественной очистки берем зубную щетку. Также кроме платы и очищаем звуковую микросхему. В процессе нанесем термопасту для предотвращения сильного нагрева. Теперь собираем магнитолу в обратном порядке. Может возникнуть такая проблема, и провода будут мешать плотно закрыться крышке. Я также столкнулся с этой проблемой, помощь в решении пассатижи. Пассатижами отгибаем металл, который нам мешает. Вот так вот будет нам достаточно. Устанавливаем плату. Порядок. Провода уже не мешают. Продолжаем процесс сборки. Место соприкосновения радиатора охлаждения со звуковой микросхемой обезжириваем спиртом. Сейчас будем приступать к нанесению термопасты. Берем термопасту. У меня есть в наличии серая термопаста, то есть компьютерная. Наносим термопасту на микросхему тонким слоем. Ставим радиатор обратно. Закручиваем болты. После того, как прикрутили радиатор к микросхеме, защелкиваем пластик передней панели. Проверяем, везде ли защелкнулось. Завершаем процесс сборки магнитолы закрытием крышки. Итак, магнитола собрана, одеваем лицевую панель. Собранную магнитолу с выведенными проводами откладываем в сторону. Приступим к работе с блоком питания. Для питания магнитолы нужно 12 вольт. В компьютерном блоке питания имеется 12 вольт, и это желтый провод. Черный провод – это минусовой, масса. Для проверки магнитолы я буду использовать кабель с крокодильчиками. У меня плюсовой провод – это красный. Соединяем его с разъемом желтого провода. Ну а черный к черному. Теперь берем уже подготовленную магнитолу и подключаем к блоку питания. При подключении соблюдайте полярность. То есть подключайте плюс к плюсу, минус к минусу. Чтобы запустить компьютерный блок питания, нужно перемычкой замкнуть два контакта. Почти во всех блоках питания замыкается зеленый с черным. Вот как смотрятся два замкнутых между собой контакта. Подключаем провод 220 к блоку питания. Тем самым стартуем всю систему. Итак, что мы видим? Отлично, магнитола запустилась. Чтобы проверить звучание собранной нами системы, подключаем колонки. Провода, которые мы выводили для колонок, соединяем непосредственно с проводами самих колонок, при этом соблюдая полярность. Итак, настраиваем магнитолу. Подключаем музыкальное устройство к AUX выходу. Ищем в настройках магнитолы включение AUX. Как видим, все работает, все четко. Так, это шляпа. Давайте нормальный музончик включим. О, да. Так, система работает, звучание отличное.
Поставленная перед нами задача выполнена. Спасибо за внимание. Смотрите следующие мои видео. Ваши вопросы и мнения жду в комментариях. До встречи в следующем видео. Пока.